Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы на канале Таро Эспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс, внезапный поворот событий до конца лета в вашей судьбе. Давайте с вами узнаем, какие перемены идут на ваш порог, о чем вы сейчас даже и не думаете, и не догадываетесь, и вообще не предполагаете. А вот эти события совершенно скоро произойдут, что уже, по сути дела, вплотную подошло к порогу вашей судьбы. И у нас много планетарных транзитов, которые у нас будут именно летом. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Вы можете там прочитать более подробно о том, что происходит. Ссылки будут в описании под видео. Но должна сказать, что как и петля Меркурия, так и Рыта-Плутон могут вернуть нам на доработку некоторые планы. Может быть, и нам придется быть более такими гибкими, потому что так складываются обстоятельства. Либо у вас, либо обстоятельства в жизни людей, с которыми вы взаимодействуете. Ну, давайте будем узнавать. Карты цыганского пасьянса вот и нам и покажут, и расскажут, и покажут, какие же тут тенденции. И вот смотрите, до конца лета. Ну, в самом начале выпадают мечи. Мечи – это тревога. Тревога – это не есть что-то, ну, как, знаете, в материальном мире. Это просто скорее тот вопрос, который мы пока не знаем, как к нему подступиться. Или уже подступились, но конечный продукт нам пока не виден. Отсюда и тревога. Но вам тут показывают, посмотрите, ключи, открытый путь. Нет каких-то препятствий, мои дорогие. Поэтому осуществлению вашего плана это точно. И более того, вы как будто остаетесь довольны, потому что корабль – это и перемены. Но в данном пасьянсе исполнение желания. Какое-то желание у вас сбудется. Может быть, буквально в начале лета. Ладно, давайте пойдем дальше. Будем смотреть, что тут еще для рыб и рыбок совпадет. Не вижу пока совпадений. Как открытый путь, так и закрытый путь. Вот посмотрите, так полярно, да? И может быть, это когда вы что-то намеревались сделать, или куда-то поехать, или к вам, как кто-то собирался приехать. Вот тут планы могут поменяться. Я не исключаю точно так же, что есть какая-то задумка, вы хотите ее довести как до ума, закрыть какой-то вопрос, проблему, решить. Тогда это у вас получится. Но будьте готовы точно так же к тому, что вот корректировать планы придется. Тут может быть, как, знаете, маршрут банально, да? В одно место собирались ехать, нет, вот так вот каким-то определенным образом, как вы это планировали, так невозможно осуществить. Скорее всего, с коррекцией. Вот что-то из видоизменить или с другим подходом, тонким подходом, хочется сказать. И если вы подойдете к какому-то вопросу, тогда вполне все в ваших силах. Так или иначе, желание ваше исполняется, но вот, видимо, не подзастрять, да, тут наоборот, вдохновиться чем-то хорошо. Для кого-то из вас, возможно, будут важные согласования. Ну вот смотрите, книга – это как казенный дом, учреждение, может быть, и учреждение образования, да, кто-то поступает, кто-то экзамены сдает, ну тут по-разному, наверное, дипломы защищают. Или, пусть это даже банально, ну, проходите какие-то курсы, решаете вопросы по части работы. Или на работе у вас там тоже какие-то изменения могут быть. Видимо, карта говорит, что уделять внимание как и работе, так и, может быть, учебе, планам на будущее. Именно это формирует осуществление, как вот вашего желания или вашу более сильную позицию. Может быть, кому-то придется и договариваться, или когда вы задумаетесь о том, чтобы строить карьеру. Вполне вероятно, смотрите, у вас в нашем пасьянсе мы в крайних рядах складываем, да, и у вас выпадает подкова, символ семейного счастья. И это, как и домочадцы, это также и стены. Место вашего пребывания, ваш дом, или то, что вы будете, может быть, планировать. Вот тут шаг за шагом я вижу, что не на иллюзиях, а вот именно с учетом того, что есть в ваших руках. Вы отстраиваете собственное благополучие, по сути дела, собственное счастье. Пока с вами говорю, проверяю, что мы можем еще соединить. И я вот не вижу, то есть, ну,
Можно, конечно, банально сказать, работа, дом, да, ну, может быть и так. Но ведь тут могут быть, с учетом, ведь не случайно выпадает аркан ключ, ну, как бы символ. И мы знаем, что это нам как по судьбе, потому что в картах Таро это иерофант. Иерофант нищий не бывает. Будем говорить, если у кого сейчас стоят вопросы по финансам, да, значит, ну, как-то разумно, да, потому что иерофант, он призывает, может быть, изучить вопрос, подойти как-то так здравомысляще к какой-то проблеме для тех, кто вот именно нуждается выровнять финансовое положение. А может быть, это решить как раз вопросы о личной жизни или самим на что-то решиться, я тоже не исключаю. Но у нас сейчас с вами год лошади, а подкова – это как символ на удачу. Поэтому элемент удачи на лето в вашей жизни точно присутствует. Но тут надо не сомневаться, а что-то просчитывать. Очень здраво видеть то, что происходит вокруг, но и где-то размышления, вот как глубокая философия на мелком месте, все-таки не опускаться туда. Тут есть возможности как новые пути открыть, так и закрыть те, куда, может быть, и душа уже не зовет. Давайте узнаем на колоде. У нас первая колода – это Ленорман, две колоды вообще Чиро Маркетти. И если мы сказали до конца лета, то вот что до конца лета нового придет в вашу жизнь? Важное забыть событие, чем запомнится вам летний период. Что или кто не оставит вас равнодушным или какое-то дело, которое вы не сможете игнорировать. Отмахнуться, сказать, и подумаешь. Нет, тут что-то такое, что придется участвовать. Что или кто появится неожиданно или в целом. Какие-то стремительные события, вот с какой сферой жизни связаны. Или внезапное что-то. Следующая карта, что изменит ваши планы. А быть может, вас самих. И достанем карту «Совет» и одновременно, к чему приготовиться дальше. Итак, в течение лета, до конца лета, что нового идет в вашу жизнь? Ну, элемент новизны. Всегда ребенок, это может быть, как, кстати, соответствует валет, пик. И это могут быть люди ненадежные. Вот, кстати, будьте внимательны, если мы именно говорим о колоде 36, да, карт. Потому что, ну, есть все-таки у Ленорман такое соединение смыслов. Почему? Потому что это инфантильность или желание человека, но которое не подкреплено мерой ответственности. Вот есть такой момент. То есть как ребенок, да? Не понадеешься и ответственности не потребуешь. Ну, в общем-то, ведь эта карта больше говорит о новых начинаниях. Давайте перемешаю. Достанем еще карту. Что нового идет в вашу жизнь? А вот тут правда инфантильность. Вы можете на кого-то рассчитывать, причем это может быть какой-то человек моложе вас, или какие-то были прежде договоренности. Здесь все-таки мыши, крысы – это та карта, которая говорит, а ты тут не замечтайся. Мы не обязательно, что нас кто-то пытается обмануть. Тут мы сами, чтобы в просак не попались, именно потому что не хватает знаний, или у нас не хватает опыта, или не хватает, хотя вы мудрый знак, тот, который все как раз-таки может предчувствовать, у вас еще и интуиция, чуйка особенная. Но, может быть, мы себе, знаете, когда ну, чувствуем, тут, в принципе, нам говорят о том, что вроде путь открыт и исполняется желание, тогда мы становимся самоуверенны, тогда мы подвохи какие-то не замечаем. Все-таки есть какая-то персона, которой, ну, не стоит доверять. Что нового? Может быть, это и вы по части вашего окружения, ваших планов будете конкретно фильтровать, что будет работоспособно, или то, что будет приносить доход, или то, что будет вот как раз по якорю вам давать эту самую стабильность. А то, что, может быть, это вы людей будете вот так тоже, как через рентген, да, но так условно. Но точно, посмотрите, две карты вроде бы то, что нравится, то, что интересно, то, что захватывает дух, но есть рядом мыши. Есть скрытый подвох или скрытый какой-то вред. Тут нельзя на это закрыть глаза. Что-то нужно проанализировать. К примеру, какая-то история с конкретным человеком у вас была прежде. Вам это было как-то в помощь? Было здесь откровенное взаимодействие или нет? Ну и точно так же все то, что касается вашей стабильности. Где-то, ну опять же, змея появляется внезапно. Это то, что
Себя надо беречь вообще-то, мои дорогие любимые рыбки, потому что здесь я больше вижу, что именно через людей или через какие-то ситуации, когда вы оказываетесь с людьми, ну, как в одной лодке, как в одной упряжке, и как вы правильно договоритесь или как вы правильно провзаимодействуете, здесь и продолжение ваших планов будет зависеть, и конкретно стабильность вашей жизни. Так что же нового? Не совсем понятно. Ну вот прямо новая. Карта ребенок это новая, стезя или новое направление в жизни. Ну и нулевой, конечно, аркан. Причем у нас тут такой шут изображен, который жонглирует всем зодиаком. Может быть, есть такой элемент, да, манипулирования. Может быть и со стороны человека, но может быть и с вашей. Вот такая ситуация может у вас сложиться нового, да, мы говорим. Когда, ну, ты не скажешь, нет, вот этого не было, этого нет, или я не хочу ничего слышать. То есть нет, тут есть какой-то момент, когда мне нужно зачем-то провзаимодействовать, или я вынужден, такое не исключаю. И поэтому лавировать будет человек, лавировать будете и вы. Но тут нужно быть, знаете, очень осторожным. То есть мы еще как будто по этому пути не ходили. Мы еще не можем дать себе в чем-то гарантии. Да, береги буквально себя. А что это такое? По девятке жезлов даже нам говорят, не торопись. Поэтому, может быть, с какими-то выводами, новыми людьми. Не торопитесь делать выводы, потому что тут может быть такой момент, когда человек себя повел, вот вообще вы даже от него не ожидали. Рыцарь мечей, бунтарь без причины. То есть есть такое, когда мы ожидали чего-то одного от конкретной персоны или от конкретного дела, но вдруг мы получаем новость или буквально какой-то вестник вам приносит какой-то документ, и вам нужно ваши планы будет корректировать именно с теми обстоятельствами, которые у вас складываются. И тогда эта карта проигрывается со знаком плюс, когда мы ищем правду, истину, и мы ее находим. Смотрите, может быть большой поток информации, который связан с тем, что вы именно планируете на последующий период. Переиграть, передумать, разложить, может быть, на бумаге, за, против написать. Потому что даже в какой-то сбивчивой информации элемент новизны и прогресса, он будет. Это карта шанса, это карта возможности заработать деньги. Но действовать, как прежде, уже нельзя. Обстоятельства изменились или ваши планы изменились. И поэтому здесь нужно и себя сохранять, не ставить под удар. Но и вы не можете себе сказать, я словно отсижусь, посмотрю, пронаблюдаю. Может быть и придется где-то пронаблюдать. Но я не могу сказать, что это бесконечный период какого-то времени. Вот будьте внимательны. Итак, давайте узнаем, а что же за важное событие, чем запомнится лето? Мои дорогие мужчины, это у вас какой-то выбор, может быть, и по личной жизни. Роза все-таки, да? И, может быть, эта карта будет говорить, что вы как выбираете. Это вы, может быть, рассматриваете какие-то кандидатуры, да? Ну, может быть. Есть, может быть, не одна персона, а несколько. Здесь именно заставляет, как мужчина задумчивый. Он как будто даже смотрит в другую сторону и что-то свое обдумывает. И изображен он босиком. Босиком – это элемент уязвимости. Как вот босиком мы идем по, может быть, непонятной дорожке, неизвестной дорожке, мы не знаем, на что мы там можем наступить, да, и можем как будто пораниться. То есть вот этот элемент уязвимости, может быть, присутствует в отношениях. Мои дорогие девочки, здесь может быть тоже какая-то история с человеком, когда человек чувствует себя, ну, как немножко уязвимым. Или, может быть, вопрос стоит недоверия. Или варианты какие-то, любые иные, когда человек даже пытается, ну, и свои какие-то планы с любовной личной историей соединить. Но это будет касаться вас. Для кого-то это может быть, ну, и новое знакомство. Все-таки нулевой аркан и аркан ребенок. Не торопитесь делать выводы. Может быть, оно уже состоялось. Может быть, наконец даже весны состоялось. Но тоже не торопитесь делать выводы. Предоставьте возможность судьбе раскрыть этого человека более так ясно, подробно. Но все же важное событие. Ну да, выбор неизбежный, плеть и метла. Как будто двое, мы говорим, 11, да? А тут у нас число 10, 28. То есть какая-то история, она достигла, ну вот как высшие октавы. И дальше нужно принимать решение.
Я тут вижу по личной жизни, нужно принимать решения. И замечтаться тут никак нельзя. И отложить что-то на потом явно нельзя, поэтому и плеть. Но и не пребывать в тех представлениях, которые у нас складывались прежде. Нет, тут что-то все по-другому. Вот смотрите, эта карта будет говорить о том, что мы слышим много новостей, в том числе искаженной информации. Может быть, вот я говорила, уязвимость, когда, как иногда это сплетни, когда, ну, какие-то надуманные разговоры, или когда вас или какого-то человека, но это тем не менее как важное событие. Может быть, вам придется или по работе, или в личной жизни, да, вот где-то взаимодействовать с конкретным человеком, и вам захочется что-то доказать или прояснить. Но это вряд ли получится. То есть если вы будете, ну так грубо говоря, давить своим авторитетом, или попытаетесь заручиться даже в личной истории, как «дай мне гарантии», то тут, скорее всего, все это может прекратиться. Здесь есть все же элемент, как важное событие. Нам нужно уметь выстраивать свою жизнь, как знаете, по тоненькой жердочке мы идем, по очень узкому фарватеру, когда нельзя оступиться, а принимать нужно именно те события, которые вокруг нас сложились, или то, что вот как ресурсы есть сейчас в ваших руках. И самое главное, не оглядываться назад. Не оглядываться, я имею в виду, не создавать себе путаницу, может быть, в сознании, что а вдруг там вот когда-то так оно было, и сейчас оно заново повторится. Тут что-то стремится к завершению. Ну, давайте я посмотрю на колоде Таро. С чем это связано? Что тут за важное такое событие, которое, ну, я не совсем понимаю, что это за важное событие. А это где-то с вашими страхами или с вашими переживаниями, с какой-то прежней историей, которая касается денег. Денег и работы. Возможно, ваши планы. Планы поменять, работу. Вот смотрите, здесь то, что вы себе задумали или что-то просчитали, оно так не пойдет. Нам говорят, более того, тут вообще тебе придется что-то переиграть. У вас две хорошие карты на работу и на деньги. Да, здесь может быть в течение лета даже много работы. Ну, выкраивайте для отдыха, если это возможность, или, может быть, для отпуска. Но, тем не менее, деньги заработать тут действительно прекрасное время. Хотя я допускаю, что и вы можете быть чем-то разочарованы, и ваш какой-то прежний план не пошел, это точно, потому что девятка мечей– это и карта искаженного восприятия. Тут мы точно прозреваем, понимаем, что план был замечательный, но что поделаешь, обстоятельства сложились по-другому. Придется этот план переиграть. Тогда переиграть можно в сторону счастья, благополучия для самих себя. Но именно переиграть, мои дорогие, здесь это не будет так, как прежде. Но вам высшие силы помогают, помните. Что прояснится, в какой сфере жизни? Ваше благополучие, вопросы дома, вопросы вашего места пребывания. И, конечно, это наши корни, это наши близкие, может быть, что-то по близким людям, может быть, по далеким родственникам, дальним родственникам, что-то у вас прояснится. Древо сферот, баланс, мои дорогие, и новые возможности. Вот это будет у вас прояснено. По деньгам так это точно. О, какая-то важная персона. Правда, у кого-то личная жизнь. Мои дорогие мужчины, тут, правда, серьезная тема, потому что императрица. У кого-то это может быть и мама. У кого-то может быть любимая женщина. Ну, может быть, у кого-то и руководитель проекта, когда вам приятен человек, все-таки Роза, да, не просто заинтересованность такая меркантильная. Нет, тут есть уже добрая настроенность или, может быть, даже искренность в какой-то степени. Вот какой-то человек, который важен для вас, мои дорогие девочки. Для вас это вообще карта, которая будет говорить о том, что вы как силу свою собственную набираете. Когда, может быть, даже ваш адрес будет проявлено больше внимания со стороны противоположного пола, и вот что-то прояснится, отношения опять же прояснятся,
Может быть, то, что касается места вашего пребывания. Но если мы говорим древо сферот, это в балансе все. И где-то финансовая история нас тут не оставляет, о себе напоминает. Но вот в целом это все то, что считается благополучие. Это вот как раз по императрице. Это прообраз Венеры, мои дорогие. И у нас уже буквально в июне очень волшебный транзит. И когда встреча Венеры и Юпитера. И если мы говорим Венера– планета малого счастья, а Юпитер– это большого. Поэтому возможности буквально на начало лета. Но они требуют от вас другого подхода, аккуратности, осторожности. Но для кого-то, что важное, смена статуса. Может быть, даже с учетом того, что у вас две лучшие карты в колоде на деньги, на работу. Здесь может быть смена работы или построение карьеры, получение новой должности. У кого-то в личной жизни. Но мы говорим, древо сферот– это полный баланс. Может быть, где-то решение вопросов именно через работу, но и как следствие финансы. Что или кто появится неожиданно, или в принципе, что стремительно для вас. А у вас какая-то тайна может открыться. По этой карте мы не торопимся, кстати. Не случайно книга «Карта тайны», но Чаро-Маркетти изобразил циферблат. То есть должно какое-то время пройти. Пока это время как будто не пройдет, ну, ты либо не разберешься, либо вам нужно как отследить что-то, пронаблюдать что-то. Ну, давайте еще одну карту. Так что же это не появляется неожиданно? Друг, мои дорогие. Шикарная карта, собачка. И собака – это тот человек, который нам помогает. Это тот, кому мы можем доверять, который, кстати, доверяет вам. Как минимум один человек, с которым у вас будет какое-то тесное взаимодействие. У кого-то это может быть через личную жизнь. Но и деньги все-таки десятка бубен, десятка червей. Вопросы дома, вопросы вашего благополучия. Это может быть такой союз, тандем людей, когда... ну, даже где-то основано, но больше на доверии, нежели на каких-то обязательствах, да, потому что собачка как будто без ошейника и поводка, но с другой стороны в зубах держит собачка именно поводок, как будто приглашая, да, я тебе доверяю, я тебе буду, ну, как-то готов с тобой или готова взаимодействовать. И вот будьте внимательны, все-таки рядом какая-то тайна. Может быть, вопросы работы, может быть, и вопросы личной жизни. Степень, уровень доверия, да? Что или кто, да, мы говорим, появится неожиданно. Хочется кому-то доверять. Давайте я достану еще одну карту. Хочется, но все-таки карта тайны, книга, говорит, подожди, изучи, понаблюдай. Вот это правда. Не делай скоропалительных выводов. Наблюдай. Может быть, у кого-то это вопросы взаимоотношений, иногда это хоть и карта жадины, где-то она косвенно будет говорить, будь внимателен с деньгами, потому что деньги тебе могут понадобиться. Но иногда это карта ревности. Но все же тут нам, смотрите, вторая карта пентаклевая, которая будет говорить как и о выборе. Ну да, тут у вас будет тот человек, который вам может помочь либо деньгами, либо каким-то дельным советом. Здесь может быть взаимодействие с человеком, которое, ну, вам все равно надо додумать. Вот вы чего-то можете упускать, понимаете? И то, что вы услышите, или то, что будет для вас внезапно, как известие, но вам тоже будет казаться, что это какая-то либо путаница, либо кто-то может сказать, да, меня это не касается. А вот нет, мои дорогие. Тут каждую новость, каждый какой-то штрих вам нужно будет додумать, разобраться. Потому что то, что выглядит сейчас, допустим, как тайна или какая-то путаница, оно будет продолжено, это точно. Вы от этого не уйдете. Отношения, от которых вы тоже не уйдете. Может быть, это с близкими, да, или ну, буквально какая-то дружба. Но какой-то период времени вы, значит, будете взаимодействовать с этим человеком. И я могу предположить, может быть, этот человек для вас как тайна, и вы не знаете намерения и цели. Но здесь может быть сотрудничество, буквально, опять же, по работе. Или пусть это даже где-то личная жизнь, но есть выгода.
Может быть, и есть ваш интерес, но, мои дорогие, здесь есть интересы другого человека. И я так думаю. Поэтому нам и выпадает аркан книга и говорит: рыбы и рыбки, не торопитесь. Вы можете не видеть намерения человека в отношении вас. Вот буквально сразу. Вы сложили какое-то представление. Это вы, возможно, готовы уже себя кому-то, ну, как отдать или предложить свою дружбу, может быть, свою любовь. Я такое не исключаю. А тут оно все равно не все однозначно. Ведь иногда и по рыцарю Пентаклей здесь идут очень продуманные такие товарищи, именно расчетливые. А четверка, ну, Пентаклей дважды заставляет задуматься. Конечно, это, опять же, для заработков шикарно. Для такого аккуратного путешествия в будущее тоже шикарно. Но это когда мы все подмечаем. Что изменит ваши планы, а быть может и вашу жизнь. Ну вот все то, что я говорила. Вы чего-то не видите. Карта леса. О чем нам? Да тут хитрость и обман, может быть и так. И если мы говорим, что изменит ваши планы, значит, это какая-то вскрыться может, да? Хитрость. И это будет связано, вот смотрите, аисты. Может быть, это связано с кем-то из родственников. Возможно, это будет связано с какими-то планами, которые вы строили прежде. А здесь вы узнаете «нет». Или, кстати, вы можете услышать, что у человека планы поменялись. И тогда, лиса, вы можете тоже воспринимать, что это вас как кто-то сознательно обманул. Но, тем не менее, я тут вижу «нет», мои дорогие. Вы знаете, тут мы можем даже так, поскольку я много говорила о предупреждении. Вам самим нужно быть, как эта лиса. Но я вижу больше так, потому что изменит ваши планы? И дальше нам именно для вас выпадают две шикарные карты. Как и люди, которым вы больше или можете доверять. Как вопросы жилья, возможно, вопросы поездки. Это перемены, которые вокруг нас происходят. Они требуют от вас нового метода и нового плана. Вот буквально так. Ну что же изменит ваши планы? Потому что если будете действовать как прежде, то это застой. Нет других вариантов. Будь готов к тому, аркан колесницы – это карта успеха, что что-то у тебя будет развиваться, и, может быть, даже нужно, как я говорила, не торопиться, а пронаблюдать. Может быть, кто-то и вас будет подталкивать, лиса, да? Подталкивать, чтобы вы с чем-то согласились. И тогда, если вы согласитесь и не дадите себе минуты, может быть, день на такое рациональное обдумывание, соглашаться, в принципе, или это для меня какая-то ловушка, тогда вот можно, ведь это карта жертвенности. Как раз можно стать, как, ну, знаете, тут и афера какая-то может быть. Тут может быть, которая, ну, как бы, если мы говорим ловушка, то что выглядит красиво. Все-таки будьте внимательны, мои дорогие, что изменит ваши планы. А тут вот у вас-то на кону сейчас успех. Но это как будто успех к вам приходит, а пользуется им кто-то другой. Или, может быть, буквально с деньгами, вот это тоже нужно быть аккуратным. У кого-то из вас тема может быть буквально автомобиля, метода передвижения. Иногда так тоже проигрывается. Тогда это может перекликаться с вопросами финансов. То тут тоже будьте осторожными, потому что здесь может быть как смена маршрута, потому что на чем-то вы не могли поехать. Или как определенным образом передвигаться, да, и, ну, может быть, и буквально какая-то поломка, а вам нужно будет быстро это устранять. И вы будете искать людей. Ну, тут тогда вот люди некоторые откликнутся или не откликнутся, да, вы как будто будете о людях делать правильные выводы. Но самое главное, два старших аркана. С одной стороны, скорость, которая вроде бы как колесница везет к успеху, а с другой стороны, аркан повешенный, когда ничего не меняется. Вот между такими полярными энергиями или каким-то очень важным делом вы можете себе как и ускорить успех, но можете буквально сами себя поставить на паузу. Поэтому будьте мудры и будьте хитры. По-другому, ну не скажешь, что тут по-другому, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки. И вот карта совет. Ну вот как будто есть у нас, да, карта лепете любви, карта чувств, приятного общения, безусловно. Может быть, буквально победа в каких-то договоренностях по части личной жизни. Это как совет. Договариваться вам придется. Это факт. Потому что такая карта, которая
говорит о том, что, ну, есть персона, с которой будет продолжено общение. Давайте так в целом. Но даже если это деловые вопросы, стало быть, тут тоже вы эмпаты большие. Поэтому суметь договориться даже в сложной теме, в сложном вопросе – это искусство. И вам это буквально помогает. Даже помогает в тех сложных вопросах, которые как вибрируют между Солнцем и тучами. Тучи ведь это своего рода препятствие, какая-то преграда, но это не постоянно. Значит, в течение лета и, может быть, на последующий период у вас вот будут перемежаться такие энергии. Есть это и когда вы что-то не можете осуществить, или вам в определенной позиции, в определенном методе, как дорога вроде как закрывается, ну тучи. Но если чуть-чуть видоизменили ваши методы, тут оп, и сразу солнце. Вот примите это к сведению, потому что все-таки 6, тут что-то стремится к победе. К чему приготовиться? Мало что к победе сильная позиция. Может быть и у вас, мои дорогие рыбы и рыбки, будут какие-то согласования, беседы с руководителями, руководители, может быть, тут тоже, как на высшем уровне. У кого-то это могут быть люди, которые отвечают, ну, за порядок, закон, потому что, опять же, это символ власти, по сути дела. И вам придется вот такие диалоги проводить. Вы здесь, кто-то из вас может вообще задуматься о чем-то том, о чем вы, да, это не новая мысль, о чем вы думали, предполагали или когда-то рассматривали как вариант, но тот вариант, которому бы вы, вот я такое тоже допускаю, к которому бы вы не хотели как бы, да, приходить или прибегать. А тут может так сложиться, что именно этот вариант для вас и будет перспективный. Я не исключаю, потому что в этом вы увидите для себя как новый способ самовыражения, построения карьеры, достижения ваших целей. Вот приготовьтесь к тому. Но это все вибрирует, как я сказала, по этой карте. Нам все время придется вот как по тоненькой жердочке, словно между. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки, а я благодарю вас за то, что вы пишете мне добрые комментарии, смотрите мои видео, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.